Всем привет! Сегодня рассмотрим, как можно сделать такую коротенькую анимацию, в которой разбивается объект на мелкие кусочки. Это делается с помощью аддона Cell Fracture. Он идет по умолчанию в блендере, но он не включен по умолчанию. То есть нам нужно зайти в настройки, Edit, Preferences. Здесь вбить в поиске название нашего аддона. Вот здесь он у меня уже включен. Здесь вам нужно будет поставить такую галочку, если у вас она не поставлена. И в дальнейшем я вам покажу, где его находить и как его включать. Давайте для начала создадим новый файл. Так, Light я уберу, чтобы не мешался для выделения. Удаляем наш куб, добавляем текст. Текст. Так, поворачиваем по оси X на 90 градусов. В настройках текста Geometry, Extrude немножко делаем ему, чтобы он так потолще был. Клавиша 0 на нумпаде. Хочу посмотреть, как он будет смотреться из вида камеры. Переходим в режим редактирования, Edit Mode, чтобы нам напечатать наш текст, потому что печатать можно только в режиме редактирования. И пишем к примеру Goodbye 2022. Так, теперь переходим в Object Mode. Двигаем по оси X, G, X, сюда. И немножко его развернем. R, Z. По оси Z развернем его немножко. Теперь конвертируем его в mesh, в полноценный mesh. И добавим еще один объект, plane. Масштабируем этот plane, scale, увеличиваем. Вот так. Сделаем, больше, чем наша надпись, но не слишком большой. Я хочу, чтобы частицы, когда разобьется эта надпись об этот квадрат, чтобы частицы падали за борт этого квадрата. G. По оси Z поднимаем нашу надпись повыше. Так, сделаем. Так, теперь применяем наш аддон Cell Fracture. Делается это очень просто. В объектном режиме нажимаем Object, объект и быстрые эффекты. Quick Effects, Cell Fracture. Вот. Здесь, в общем-то, ничего менять особо не нужно. Обращу внимание на две графы здесь. Source Limit – это количество осколков, которые вы хотите сделать. И Noise – это, так скажем, вариативность осколков. Сейчас у меня стоит 0. То есть осколки будут примерно более-менее одинаковые. Если мы увеличиваем это значение, то вариативность будет больше, то есть будут большие и маленькие кусочки. Вот. Если будет стоять по нулям, то в основном они будут более-менее одинаковые. Разной формы, но по размеру, по объему в среднем более-менее одинаковые будут получаться. Жмем ОК. Все, начинается просчет. Не пугайтесь этого.
это просто идет просчет. Вот. Теперь мы видим, да, множество origin поинтов. Теперь это не один объект, а множество мелких объектов. Но если мы обратим внимание сюда, в этот список, у нас появилось множество объектов. Вот он наш оригинальный текст. То есть у нас сейчас здесь есть оригинальный текст, цельный mesh Goodbye 2022. И есть дублирующий эту надпись множество мелких объектов. Большой цельный mesh нам сейчас не нужен. Мы его сейчас уберем. Видим, что у нас исчезает origin point оригинального меша. Потому что, когда мы будем ронять эту надпись на plane, у нас все вот эти кусочки будут разбиваться, разлетаться, а большой цельный меш у нас будет просто пролетать сквозь этот квадрат и лететь дальше в неизвестность. Теперь берем, выделяем один какой-то из этих объектов с зажатым шифтом, просто выделяем один из объектов, переходим в настройки физики, Rigid Body. Вот. Здесь ничего не меняем, просто мы применили к этому объекту физику. Вот, вес 1 килограмм, активный, значение активный. Теперь переходим, теперь у нас, так как выделены все наши объекты, переходим в Rigid Body, Copy from Active. И теперь на все наши вот эти объекты применилась физика, которую мы применили для вот этого одного выделенного желтого объекта. Следующий шаг — это выделяем Plane, Rigid Body, и теперь меняем на пассив. То есть это о который объект будет разбиваться. Все готово. Проверяем. Вот. Plane даже можно поменьше сделать, да? Сейчас я сделаю его чуть поменьше, чтобы наши осколки за края разлетались. Здесь можно сделать число кадров поменьше, да, чтобы не ждать по полчаса следующего воспроизведения анимации сначала. Окей, я бы даже сейчас этот plane по оси Y сейчас еще бы вот сюда бы сдвинул. Вот так. И по оси X вот сюда. По оси Y тоже вот сюда. Ctrl-Z. GY. Сюда еще чуть-чуть. И GX. Сюда еще чуть-чуть. Вот. Вот, в принципе, и все. Такой простой аддончик.